Привет, мои хорошие! Сегодня приготовим с вами блинчики. Тоненькие, нежные и очень вкусные. Итак, приступим. Для этого в чашу, где мы будем замешивать блинчики, наливаем сыворотку, воду или молоко. Сыворотка должна обязательно быть теплой, как и вода, как и молоко. Далее добавляем яйца. Можно сразу с холодильника. Их не обязательно греть при комнатной температуре. Добавляем соль, сахар и хорошенько перемешиваем. Теперь добавляем просеянную муку. Добавляйте ее по частям и будете сами смотреть, какое у вас получается тесто. Добавили первую часть, перемешиваем. Ну, конечно же, этого мало, будем добавлять еще. К нашему тесту добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Обязательно в тесто, чтобы не пригорало в процессе жарки. Перемешиваем. Видите, у меня пока получилось очень густое тесто, как раз идеальное для оладушков. Но сейчас мы добавим наш последний ингредиент, и в принципе тесто станет идеальным для блинчиков. Берем пищевую соду и гасим ее горячей водой, практически кипятком. Соды используйте немного, на такое количество, буквально пол чайной ложки, иначе у вас блины будут отдавать содой, а нам этого не нужно. Теперь перемешаем. И вот теперь оставляем тесто при комнатной температуре минут на 10-15, чтобы сода начала свою реакцию, и в дальнейшем мы смогли уже их хорошо пожарить. Прошло 15 минут, и тесто уже без нашего участия дошло до требуемого состояния. Смотрите, вся поверхность в пузырьках – это то, что нам требуется для тоненьких, хороших, прозрачных блинчиков ажурных. Проверим его на консистенцию. У меня она получилась идеально для блинчиков. Если вдруг у вас гуще, то добавьте немного теплой воды, но добавляйте понемногу, чтобы не сделать его слишком жидким. Ну все, теперь приступим к жарке. Ставим нашу сковородку на плиту. Итак, что мы делаем? Сковородка наша прогрелась. Смазываем ее маслом растительным, оно вот слегка шипит. Берем теперь наше тесто, половник. Наливаем и распределяем по всей поверхности. Ставим на огонь. Я сделала по консистенции жидкое тесто, чтобы у меня были тоненькие ажурные блинчики. Теперь жарим. Видите, все дырявое, такое ажурное получается. Это как раз тот эффект, которого я и добивалась. Чтобы они были не плотные, не толстенькие, а хорошенькие ажурные блинчики. Я вижу, что тесто с этой стороны сковородки уже приготовилось, перестало быть сырым и глянцевым. Теперь могу переворачивать. Подцепляем с одного края, ведем в центр и переворачиваем. Все, видите, замечательный красивый цвет у нашего блинчика получился. Кстати, после каждого блинчика я складываю их в такую посуду и обязательно накрываю крышкой, которую использую в микроволновке. Это делается для того, чтобы они не пересохли и края не ломались у них, чтобы они были мягкие. Все, с этой стороны тоже готово. Вот смотрите, видите, очень красивый блинчик. Перекладываем в тарелку и накрываем крышкой для разогревания мультиварки или той, которая у вас есть. Все, так мы поступаем абсолютно со всеми блинами. Промазали обязательно сковородку, налили тесто, распределили и жарим с каждой стороны. У меня уходит примерно секунд по 30, по 20, вот так. Точнее, с первой стороны где-то он поджаривается секунд 30, а уже с обратной секунд 20. Причем я жарю, посмотрите, не на очень большом огне, чтобы наш блин не сгорел. Вам также советую делать. И объясню еще раз.
Смотрите, тесто уже не глянцевое, оно, видите, оно уже не прилипает, оно стало матовое. И с одной стороны, где было меньше теста, оно уже слегка коричневое. Вот, в принципе, сейчас я могу уже переворачивать. Сначала обязательно сбоку поддеваем. Нет, еще не готово, видите? Да, еще рано. Вот так, в принципе, я и проверяю готовность блинчиков. Пускай еще немножко пожарится. Вот теперь все. Секунд, и будет блин готов. Смотрим обратную сторону. Все, видите, все легко, быстро и просто. Для приготовления блинчиков огромное значение имеет не только тесто, но и сковородка, на которой вы работаете, лопатка, которую вы переворачиваете. Потому что если использовать короткую лопатку, а вдруг у вас блин слегка пригорел, то, соответственно, он у вас скукожится, сморщинится. И еще, кстати, в процессе приготовления у вас тесто ваше будет к концу приготовления более густое, поэтому смотрите, наблюдайте, сколько вы будете выливать половников в сковородку. Если вдруг придется использовать большее количество теста, вы можете опять же разбавить водой. Это особенность, потому что тесто начинает работать и почему-то становится более густым. Я это уже заметила, так как готовлю не первый раз. Поэтому и вы наблюдаете. Поддеваем лопаткой, видите, с краю, где уже они начинают потихонечку пригорать, так как здесь более тонкий слой. Мы аккуратно поддеваем, приподнимаем, переворачиваем. Конечно, идеальные блины будут получаться только со временем. Если вы готовите впервые, вам это будет сделать чуть-чуть сложнее. Но самое главное, не отчаивайтесь. Практика, практика и только практика. И в итоге вы будете их готовить очень быстро, и они у вас будут получаться очень тоненькие и вкусные. Даже вот сейчас, я думаю, 10 секунд, и с обратной стороны, конечно же, блин полностью готов. Вот смотрите, очень красивый. Все, откидываем. Процесс приготовления блинов, он очень однотипен, однообразен. Разогрели сковородку, смазали маслом, добавили тесто, распределили, поджарили и перевернули. Но результат стоит всех ваших трудов. В итоге мы получили вот такие вкусные, красивые и очень тоненькие блинчики. Их вы можете кушать и с мясом, и со сметанкой, и с красной рыбкой. Кладем блинчик. Посмотрите, какой он тоненький. Тоненький, нежненький. Добавляем красную рыбку соленую. У меня лосось. Заворачиваем. Можно, кстати, добавить сметанки сверху, если вы хотите. Сверху кладем второе, чтобы не пачкать много посуды. Добавляем еще рыбки. Опять же заворачиваем. Наш прекрасный завтрак, или полдник, или обед готов. Посмотрите, какие блины нежные. Они режутся вилочкой. Приятного аппетита! Готовьте с любовью и будьте здоровы! Очень вкусно!